общий расклад Таро на любовь и отношения, на мысли, чувства, планы, действия загаданного человека по отношению к вам. Этот расклад Таро для женщин, но мужчины тоже могут посмотреть на ситуацию со стороны, ну и получить советы, подсказки, инсайты в потоковом чтении, открывая секреты Таро в отношении и в отношениях по отношению к вам. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, и начнем мы с того, что посмотрим, какова у вас ситуация, что между вами сейчас происходит. Ну, давайте 6 карт, а давайте даже не 6, а 5 все-таки. Как-то мне 5 больше, да? Более гармонично, что ли, да? Итак, давайте смотреть. Первая карта. Семерка кубков. Ну, давайте так скажем. Между вами не пойми, что происходит. То ли фантазии, то ли иллюзии, то ли морок, то ли голову морочит. Морок или голову морочит, да, вот такое. То ли фантазии, то ли иллюзии. Посмотрим дальше, что там. Также, ну вот то, что я и говорю. Вроде бы и манит, и не гонит. И вроде бы и манит. Ну и как бы и вы особо и не сближаетесь, потому что то, что постоянно как бы между вами происходит, как в отношениях, да, оно вроде бы как постоянно какой-то новый шанс, но не пойми какой. Но вот такое идет. Возможно, здесь либо вы замечтались и очень наивны, потому что семерка кубков, иллюзии, а паж пентаклей – это ребенок. Вот вам и наивность. Может быть, ваш партнер наивен, ну, а ваша наивность, она либо больше его наивности, либо вообще вы никак нифига не наивны. То здесь получается как бы иллюзии с наивностью перемешаны немножечко, да? Здесь справедливость выпадает. Ну, скажу так. Либо у вас отношения качели, весы, либо вы в браке, либо речь идет о браке, то есть и кто-то наивно предполагает, что здесь будет брак, да? Ну, пока наивно, а там может быть и не наивно. Но, тем не менее, здесь у меня такое ощущение, что, знаете, как бы в центре отношений вообще находится справедливость, а справедливость, она о справедливости, о правде, о честности, о справедливости. Она даже не больше не о правде и не о честности, она и о правде, и о честности, и о каких-то правилах и законах. Поэтому, может быть, ваши отношения незаконны, или если законны, то вы бы хотели, чтобы в них этот закон был на первом месте, в центре. Король мечей здесь о законе. Здесь есть справедливость и король мечей. То ли мужчина женат, то ли мужчина хочет все по закону, все по своим правилам. Здесь правила мужчины, они в принципе доминируют. Все-таки справедливость – это, ну, как бы больше о правилах все равно каких-то, да, то есть о правильности, вот, даже о правильности. И больше всего эту правильность видит именно мужчина здесь. То есть, по мнению мужчины, он делает все правильно, слышите, да? Женщина так может не считать. И, скорее всего, если кто-то качает качели, то это мужчина. Особенно, если мужчина водолей, весы, ну или близнец. И даже, мне кажется, здесь близнец будет более ярко выраженный, особенно если есть качели, то причина в близнеце. Скорее, ну, на первом месте.
Здесь еще и женщина королева мечей. Смотрите, вы родственные знаки зодиака. Земля, земля. Воздух, воздух, особенно воздух, воздух, воздух. Особенно если мужчина водолей, а женщина весы. Вы одинаковые знаки зодиака. Вы можете быть родственными душами. Можете ли вы быть пламенными близнецами? Очень вряд ли. Но пламенные близнецы здесь тоже могут как-то просматриваться. Вы сами смотрите, похожи вы на пламенные близнецы или нет. Но они здесь, в этом раскладе, может быть просто как бы фоном, да. Вы где-то приблизительно одинакового возраста здесь, то есть вы оба уже зрелые люди, скорее всего после 33 и ближе за 40 туда. Ну, то есть не младше 33, да, сформированные короли, королевы. Может ли быть ситуация ваша, да, о которой вы гадаете в треугольнике? Вполне, особенно если мужчина женатый, а вы нет, как женщина, или вы вдова. Могут ли здесь быть в треугольнике все воздушные? Да, или все похожи друг на друга? Да, ну как похожие структуры, стихии. Ну и, знаете, здесь такая ситуация, где у каждого своя справедливость, своя правда. Могут ли здесь в этой ситуации две женщины конкурировать за одного мужчину? Да, здесь скорее всего треугольник. А может ли быть одна женщина с детьми, другая нет? Да, здесь ребенок. Может ли быть мужчина в браке и с детьми? Да. То есть у мужчины, скорее всего, есть ребенок. По сути, здесь есть некая конкуренция за мужчину с двух сторон у женщин. Ну, как бы так. Такой мужчина в центре, да, со своей справедливостью, со своими правилами. Ну и одна из женщин очень крепко рассчитывает на брак, на брачный союз. Сразу хочу спросить, есть ли в этих отношениях магия? И для этого мы возьмем даже другую колоду, которая чаще по магическим моментам. Давайте просто одну карту из этой колоды достанем и все. Ну, эта карта не магическая, но она как проявление результата какого-то. Ну, если на кону крупная сумма денег в этих отношениях, или мужчина очень богатый, или, ну, откуп, он часто за магию ложится, да, но он как бы является, деньги являются откупом, да, то есть, по сути, если здесь магия, она здесь может быть, если речь идет о деньгах, о богатстве, о богатом мужчине, о наследстве и о выгоде какой-то. Ну, я специально просто сюда дополнительно эту карту положил для себя, чтобы понимать, от чего отталкиваться. Ну хорошо, явного какого-то магического контекста здесь нету, если только не деньги. Давайте просто по иллюзии. О чем эта иллюзия? О чем эти розовые очки в этих отношениях? 4 кубков. Знаете, здесь мне кажется, что вы уже перепробовали все варианты. Вы перепробовали все варианты в этих отношениях. И вам кажется, что не вас уже ничем не проймешь, да, не возьмешь эмоционально. Не вашего партнера. Ну, как минимум, вам может казаться, что вашему партнеру на вас, как на партнершу, все равно. Почему? Потому что вы уже прошли такие какие-то пиковые состояния. И обратите внимание, 4 кубков и 7 кубков дают 11.
кубков, да, 11 эмоций. А 11 эмоций у нас равновесие, весы, все равно. Поэтому в чем иллюзия? Вам кажется, что либо вам все равно, либо ему все равно. Тут уже смотрите по своей ситуации, вам все равно или ему, как вам кажется. Хорошо. Следующая карта здесь паш монет. Но по сути, с его стороны идет постоянный какой-то шанс. То есть он как бы дает вам постоянно шанс. То есть это не вы ему даете шанс, а он вам. Давайте спросим, почему вы принимаете этот шанс? Ну, здесь этот шанс, он как бы, знаете, для вас 19-й аркан Солнца. Во-первых, вам мужчина этот подходит. Он для вас аспект где-то может быть похож либо на вашего отца, либо он для вас очень важный, этот человек, важный этот мужчина. Имеет весомое значение. Может быть, действительно имеет статус, может быть, действительно богат, да, деньги здесь имеют значение как, ну, как морок, да, какой-то, ну, не морок, ну, как магическая составляющая. То есть, смотрите, почему вы принимаете от него шанс, потому что этот мужчина имеет для вас очень весомое значение, может быть похож на отца. И аспект Солнца – это аспект богов всегда, да. Может быть, это самый главный мужчина в вашей жизни. Вот так, по Солнцу. Хорошо. Сейчас хочу спросить, в чем главная справедливость в этих отношениях? Или что самое важное, или какие самые главные правила в этих отношениях? А самые главные правила в этих отношениях, скорее всего, устанавливает женщина, и они касаются денег, хозяйства, имущества, ну и управления этим хозяйством, имуществом, в том числе, возможно, бизнесом, если он тут есть. О чем думает сейчас этот мужчина? Не что думает о вас, а о чем вообще думает этот мужчина. Тут мужчина думает о деньгах, о работе, о бизнесе и о материальном благополучии. То есть вообще его мысли занимают деньги, бизнес, работа и финансы, обеспеченность. О чем вообще думает эта женщина? Вообще. Эта женщина думает, в принципе, о том же, но на перспективу. И если мужчина думает в моменте, но здесь и сейчас, то женщина думает глобально, на перспективу, на успех, на семью, на обеспеченность, на здоровье, на родственников. О здоровье у родственников, о семье и об обеспеченности. Что чувствует к вам загаданный мужчина? Пятерка пентаклей. Он чувствует по отношению к вам боль, страдания, и ему вас не хватает. Почему так происходит? Почему он так чувствует? Возможно, потому что умеренность, а умеренность – это родственные души. Возможно, вы родственные души. Если вы делали какие-то обряды, ритуалы на привлечение мужчины, возможно, это действие обряда и ритуала, особенно если этот обряд-ритуал был на растущую луну, на восходящее солнце, связан с растущими днями, с растущими циклами и так далее. Особенно, если вы за этот обряд заплатили. Здесь паж пентаклей, здесь королева пентаклей и деньги рядом, как откуп за морок, ну или за магию. Хорошо. Как загаданный мужчина расценивает вас как хозяйку? И да, и нет. Есть сомнения, но
у него в вас, как в хозяйке, есть сомнения. Но он не против эти сомнения развеять. То есть, он готов проверить, хороша ли вы в хозяйстве, но он не уверен, потому что вы, возможно, не до конца себя еще раскрывали в этом вопросе. То есть, или не были хозяйкой в его доме, или он, если были, то этот вопрос еще можно раскрывать сам по себе. Готов ли он вкладываться материально в эти отношения? 8 пентаклей проверим. 5 жезлов. Возможно, его материальное участие в этих отношениях является причиной внешнего конфликта, как с семьей, так и внутри него. В принципе, это не исключается, но сам факт того, что он участвует или может участвовать, вызывает сильный конфликт как в семье, в окружении, так и внутри него. Или он становится участником этого конфликта. Если он внутри себя не конфликтует, то он становится участником. Да? Влияет ли эта женщина на эти отношения извне? Королева мечей. И тут уже смотрите, это королева мечей вы или это ваша соперница? Здесь мир, да, она связана с этими отношениями, особенно если она связана с детьми мужчины, если она мать детей этого мужчины, то есть если она законная жена. И, в принципе, да, она связана. Как она влияет? Мир – это корни, по сути, мир – это пуповина, то есть это взаимосвязи. С одной стороны, это корни, с другой стороны, это пуповина, это духовная связь. То есть она влияет на эти отношения на всех уровнях, и на материальном, и на духовном. Да? Чего, по мнению мужчины, ему не хватает в вас, как вы считаете? Как видят карты, точнее, да, как вы считаете, смотрите сами. Энергии. Это энергия огня, это энергия интима, сексуальности, и это страсть. Тут уже смотрите, на каком уровне вашей энергии, допустим. Если вы в треугольнике, например, да, то на вашу огненную энергию, а это жизненная энергия, может влиять соперница, например. Но это уже смотрите по ситуации. Либо у вас энергия одна, а у соперницы другая. Либо просто у вас такая энергия, и с ней нужно работать как-то, да. Хорошо. Ваши родственные души, если мы предположим, да, какой шанс, что вы можете быть вместе как родственные души? Этот мужчина вам по судьбе. Колесо фортуны просто так не выпадет, правда ведь? А теперь мы контрольный выстрел, как говорится. Насколько вам можно быть в этом уверенной? И насколько он уверен в этом, да? А уверенность где, да? А здесь 13-й аркан. А 13-й аркан – это рок и неотвратимость. Мне нравится колесо фортуны с этим арканом. И здесь, смотрите, десятка и 13, 25, 23, точнее, извините, 23. 2 и 3 – это 5 иерофант. А иерофант – это голос Всевышнего или связь с Всевышним. Так Всевышний хочет. Хорошо. Смотрим тогда связь туза жезлов и 5 жезлов и вот этих двух арканов. И задаем отсюда вопрос. Какой конфликт или что является главным останавливающим фактором ваши отношения? Или тормозящим, или то, что против вас, против колеса фортуны, против воли, против... что является обратным ходом колеса? Вот. 9 жезлов. Мужчина на себя очень много берет.
Этот мужчина очень крутой какой-то парень. Он король мечей. Может он прокурор, может быть он полицейский, может быть он военный, может быть очень умный. То есть у него есть, может, очень богатый, а может быть все в одном, да, там умный, богатый, влиятельный, статусный. Но девятка жезлов – это результат. А девятка жезлов – это много на себя взять и пройти много испытаний. И у него, смотрите, пятерка жезлов и девятка жезлов. А это о чем? 5 плюс 9 – 14. По сути, он искусство испытаний познает. Ну, или уже познал дзен испытаний. То есть этот человек как бы прошел Крым, Рим, да, як кажуть, Крым та Рим побачив, да. То есть что здесь? Что является главным тормозом ваших отношений? Самоуверенность мужчины. Мужчина настолько в себе уверен, что где-то он не видит очевидного. Чего он не видит? Давайте спросим, чего он не замечает? Но тут, смотрите, то ли он вас не замечает, то ли вы его не замечаете, да, такое тоже может быть. Чего он не замечает? И не замечает он дьявола. Я сегодня делал короткий расклад, там выпадала вот эта карта, вот это, еще висящие, да, но там оно о долгах, о брать-давать, да, о распределении, о помощи, о взаимопомощи. Но тем не менее, этот мужчина не замечает дьявола. А дьявол замечает мужчину. Да, замечает. Хорошо, хорошо. Давайте тогда спросим, что вам делать со своими внутренними энергиями? Здесь про энергии много, смотрите, дьявол энергии, туз жезлов энергии, девятка жезлов концентрация энергии, результат энергии. Здесь аннигиляция энергии, а здесь круговорот энергии. Здесь весь ряд про энергии. Что вам, лично вам делать со своими энергиями? Шестерка жезлов. Вам с ними обязательно надо работать. Вам их нужно стимулировать и повышать, поднимать. Вам надо работать на результат со своими энергиями. У вас может получиться, и мужчина здесь король, не король жезлов, а шестерка жезлов, это лев жезлов, да, по сути. Мужчина здесь держит эту энергию, и она ведет эту энергию. То есть, по сути, если вы будете работать с этой энергией, мужчина может ухватиться за эту энергию, связаться с этой энергией и быть ведомым этой энергией. Чем больше у вас этой огненной энергии, тем лучше, тем он больше ведом, или тем он больше ведется на вашу энергию. Как видит судьба ваши отношения? То есть я сказал, что этот мужчина вам по судьбе. Этот мужчина вам по судьбе. Что он думает о вас, да? Вот так и назовем. Что видит судьба в ваших отношениях? Прекрасный шанс на то, чтобы эти отношения изменились как минимум к лучшему. Прекрасно. Что является роком? И я понимаю, что, знаешь, как против судьбы не попрешь, да, и против рока ты, ну, как просто против 13-го аркана ничем нельзя, да, как бы. Давайте так скажем. Как можно обхитрить судьбу? Опять-таки, смерть и 13-й аркан, ты его не обхитришь, да, 13-й аркан. То есть то, что неминуемо сбудется, да. Но есть вот какие-то роковые события, да. Или как вам быть в обстоятельствах роковых событий с этим, в связи с этим человеком, да. Ну, совет просто идет. Просто испытывать чувства к этому человеку, любить его, да, и быть чистой, открытой, принимающей, дающей и заботящейся, любящей, то есть быть водой. Какая руна вам поможет в этом? Руна Ларгус, чистый, это Ларгус, и руна Беркана, и. Может ли здесь помогать руна Геба? Может.
Но это желательно в определенной комбинации работать с этими рунами, в определенной последовательности. И помнить о том, что у каждого индивидуально эта руна может работать в определенных обстоятельствах. Чего он от вас добивается, загаданный мужчина? Колесница, но он, знаете, он хочет вам что-то доказать. Давайте спросим, что он хочет вам доказать? Что он хочет? Нет, он хочет вам что-то доказать, пока не будем. Давайте посмотрим. Он не видит дьявола. Дьявол кроется в деталях. Что за дьявол в этой ситуации, да, у вас? Паж мечей. Ну, дьявол вообще это тревоги, недоверие, ревность, подозрение. Этот человек может следить за вами или злиться из-за того, что вы следите за ним. Даже если вы на него гадаете на картах Таро, даже вот через меня, через онлайн, да, ну, я имею в виду через онлайн, он будет это чувствовать. То есть, в чем дьявол? Дьявол здесь в агрессии, в подозрительности, в недоверии, в ревности, в тревогах и в агрессии. Может ли это быть дьявол источником дьявола? Это женщина? Да, особенно если это ваша соперница. Видите, как оно идет. А давайте посмотрим тогда, сколько вам нужно времени на успех в этих отношениях. Время на успех. Семерка жезлов 7. До 7 лет может затянуться семерка, но не меньше, чем 7 месяцев. Летние месяцы являются самыми горячими, ключевыми моментами, когда будет обострение в этих отношениях. Во что могут обойтись вам эти отношения? Туз пентаклей проверяем. Эти отношения вам обойдутся именно в мужчину. То есть эти отношения и стоимость этих отношений есть сам мужчина, король жезлов. Но поскольку король жезлов это управляющий энергиями, ну, вам придется работать со своими энергиями, так как я говорил тут с жезлов. Это интим, ваша сексуальность и ваше взаимодействие с мужской энергией и желание мужчины держаться за ваши энергетики. Любит ли он вас или пользуется? Шестерка кубков – это о любви, и он может вас любить как маму, ну, если мужчина, да, или как дочь. Ну, тут уже смотрите, какова разница в возрасте, и эта любовь, она тянется, ну, уже годами идет. То есть, да, ответ, да, есть позитивно. Окей. Колесница. К чему идут ваши отношения в ближайшем будущем, в ближайшей перспективе? О, здесь башня. То есть ваши отношения могут затрещать, подвергнуться испытанию. Руна Хагалас вокруг вас может ударить по вашим отношениям. И пока что загадывайте желание. Я думаю, что вы загадали желание, чтобы эти отношения не разрушились, но пока что все идет к какому-то серьезному потрясению. Давайте посмотрим, а справитесь ли вы с этим потрясением. Проверим пажа, ваши тревоги. Двойка кубков, скорее всего, справитесь. Вы, может быть, и примиритесь, помиритесь, возможно, сблизитесь, возможно, откроетесь. Больше доверия, больше влюбленности, больше чувств, но карта очень хорошая. А будете ли вы вместе? Королева кубков, если вы любите, то да. І этой картой я хочу закрити этот розклад. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.